Уже во вторник, 14 июля, в GTA Online завезут тонну нового контента в рамках крупного летнего обновления. Машины, недвижимость, одежда и так далее. Сегодня постараемся выяснить, сколько необходимо денег для покупки всего самого лучшего и дорогого в этом апдейте, а также обсудим точное время релиза. С вас лайк, подписка, колокольчик, погнали! Любое количество денег, любой уровень, карьера, навыки, тюнинг и многое другое мы безопасно можем накрутить вашему персонажу в GTA Online. Наша гарантия — это 10 тысяч довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Мега скидки до 50% на ПК и консоли в преддверии обновления. Не пропустите масштабную распродажу по ссылке в описании. Начнем с недвижимости. Для запуска ограбления в качестве лидера необходимо быть владельцем особняка. Это на минуточку от 12 до 19 миллионов долларов на покупку, но технически особняк не входит в рамки нового обновления, так как появился в игре еще полгода назад, поэтому его стоимость мы считать не будем. В любом случае, для запуска ограбления необходима художественная студия. Ее цена неизвестна, но учитывая, что Rockstar предоставляют скидку в 1 миллион на ее покупку, можно прикинуть примерную стоимость. Скидка в 30%, как по мне, оптимальная, а значит, что студия будет стоить около 3-4 миллионов. Возьмем 4 ляма, ибо, кто знает, может у студии будут свои дополнительные опции ремонта, стиль, оформления и так далее. Что касается транспорта, в этом апдейте мы увидим большое количество новых интерьеров. Это как минимум обновленный под ограбление огромный центр Courts и художественная студия. Как правило, если много интерьеров, то меньше машин, поэтому я считаю, что в обновлении добавят примерно 15 новых транспортных средств. Это золотая середина. Возьмем среднюю стоимость в 2 миллиона баксов за каждую бричку. Очевидно, какой-то транспорт будет дороже, допустим, новые суперкары, 2,5, 3 лимона и среди них, кстати, новенький Grotti Velena GT, а какие-то другие тачки будут дешевле, 1,2, 1,5, 1,8 ляма и так далее. Поэтому 2 миллиона как средняя цена — оптимальный вариант. Умножаем все это дело на 15 и получаем в сумме 30 миллионов баксов на покупку всего нового транспорта. Не забываем про тюнинг, в среднем это по 1 лямчику на машину, где-то будет дешевле 500-600 тысяч, а где-то дороже. Дрифт, модификация, генератор помех или тюнинг HSV, а там суммы доходят до 1,5-2 миллионов, поэтому опять же средняя цена в 1 лимон — оптимальный вариант. В итоге получается 15 миллионов долларов игровой валюты железобетонно уйдет на все модификации. Помимо этого, я бы не исключал вариант появления еще нескольких полицейских бричек, ибо в файлах игры они давно лежат и ждут своего релиза. Об этом был ролик на канале. Все вы прекрасно знаете, что стоит такой транспорт космических денег, вплоть до 5 миллионов, поэтому предлагаю прибавить к бюджету дополнительные 5 лимонов на случай, если парочка коповских колымак появится в обновлении. Напомню, что в файлах игры ждут своего релиза полицейский вездеход Риата, внедорожник Грейнджер, миниатюрная Панта и мотоцикл Бати 801. Не забываем про мелочевку, оружие, если и появится, то это максимум 1 миллион. В файлах есть 3 невыпущенные пушки, ролик об этом был на канале. Плюс одежда, маски, татуировки и прически, также сверху еще 1 лимон. Не думаю, что мелочевки будет много, ибо в последних апдейтах прослеживалась именно такая тенденция. В итоге давайте считать: 4 миллиона на художественную студию, 45 лямов на весь транспорт и полный тюнинг, 5 лимонов на случай, если добавят полицейские машины, ну и мелочевка 2 КК сверху. В сумме получается 56 миллионов долларов игровой валюты, а если у вас нет особняка, то все 75. Понятное дело, что вы можете потратить лямов 10, купив студию в особняк и парочку новых машин, но главная суть и главная цель этого ролика была показать, сколько максимально денег нужно поднакопить. Плюс ко всему напомню, что определенная часть контента будет включена в рамки капельной подачи и в первый день выхода DLC в игре не появится, так что сильно не парьтесь, 14 июля все 56 миллионов долларов вам точно не понадобятся. Что касается времени релиза,
релиза. Думаю, большинство уже знает, но тем не менее сообщаю, что апдейт стоит ждать ровно в 12:00 по московскому времени. Предзагрузка контента уже доступна для консолей. На PlayStation 5 размер обновления составляет 1,9 гигабайта, а на Xbox целых 5 гигов. Возможно, размер на PlayStation меньше, так как Rockstar засунули в предзагрузку далеко не все специально, чтобы не было сливов. Либо на Xbox просто-напросто файлы скачиваются как-то по-другому, дублируясь, и из-за этого вес в 2,5 раза больше. В любом случае, если какие-то сливы все-таки будут, найти их вы сможете в моем телеграме. Переходите, подписывайтесь, все оперативно запощу, чтобы держать вас в курсе событий. На этом все. Во вторник, 14 июля, увидимся с вами на большом стрим-обзоре апдейта. Обязательно заглядывайте. Решение ошибки 1.507 в описании. Группа по прокачке тоже. Последний шанс заказать накрутку без очередей. Советую не затягивать, ибо после обновы с этим будет тяжко. Огромное спасибо за просмотр. Отдельный респект всем, кто подписан на канал. Ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит, совсем скоро увидимся.